Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне прежде всего вас сердечно поприветствовать в Москве. Мы с вами уже не виделись 2 года, хотя постоянно находимся в контакте. И я очень рад вас видеть, вас и вашу делегацию. Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках. Но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны. У нас очень давние глубокие связи с арабским миром в целом, с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим. И, конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ. Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера. Делаем все для того, чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа. Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек. И в основном, главным образом, это женщины и дети. Я очень рад возможности встретиться с вами сегодня здесь, в Москве, и поговорить о всем комплексе наших отношений, но и о ситуации на данный момент времени, а также на ближайшую перспективу. Вы знаете, что мы всегда выступали за мирное урегулирование и понимаем, у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны прежде всего игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства. Наша позиция здесь является неизменной, она сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера. Мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения Организации Объединенных Наций и, прежде всего, создать полноценное палестинское государство. Рад очень вас видеть, вас и вашу команду. Добро пожаловать, господин президент. Большое спасибо, господин президент Путин. Я очень рад быть здесь, в Москве. Это дружественная страна действительно для палестинского народа. Это дружба между Российской Федерацией. Все это время, все эти десятилетия мы всегда чувствовали поддержку, то, что Россия на уровне правительства и народа стоит рядом с палестинцами. И Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды. И каждый раз, когда я говорил с господином президентом о международном праве, тех резолюциях, которые были приняты, они действительно начались в 1947 году, и с тех пор принято более 1000 решений, резолюций в Генассамблее, в Совете Безопасности. Тем не менее, ООН по причине американского поведения, давления со стороны США, провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение, чтобы принять одну резолюцию, которая бы реализовала и обеспечила реализацию права палестинского народа. Я знаю, что вы обеспокоены, следите за тем, что происходит. Мы всегда консультируемся с вами, всегда поддерживаем контакт на уровне Министерства иностранных дел, на уровне послов. Мы на связи постоянно, мы всегда чувствуем тепло наших отношений с Российской Федерацией, и мы чувствуем большое внимание и значение, которое придают наши друзья и братья в России к нашей проблеме.
к тем страданиям, которые мы сегодня переносим в контексте гуманитарной ситуации, в контексте безопасности. И мы также со своей стороны стоим без сомнений на стороне Российской Федерации. И еще есть одна проблема, которую я бы хотел указать, господин президент, это рекомендации Международного суда ООН, которые были недавно опубликованы, которые четко указывают на то, что оккупация израильская недопустима, поселенческая активность недопустима, и это решение требует от Совбеза и Генеральной Ассамблеи и всех стран мира предпринять усилия для прекращения этих действий, которые предпринимает Израиль. И те резолюции, которые принял Международный суд, указывают на необходимость Израиля отказаться от этих шагов, которые совершенно не соответствуют международному гуманитарному праву. Господин президент, для меня всегда большая радость с вами общаться, всегда с вами консультироваться. Мы в вас верим, мы вам доверяем, и мы чувствуем вашу поддержку. И мы также со своей стороны вместе с вами. И так, надеемся, всегда и будет. Мы чувствуем, что Россия самый дорогой, один из самых дорогих друзей палестинского народа. И, как вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство. Более 40 тысяч убитых, как вы упомянули, с 7 октября по настоящее время, примерно 80 тысяч раненых, а еще более 15 тысяч пропавших без вести. Вот что происходит в Газе, и вдобавок к этому события в Иерусалиме, на западном берегу. Мы продолжаем нашу борьбу, мы терпеливо переносим все лишения и рассчитываем, конечно, на гуманитарную поддержку палестинцев, прекращение политики экспатриации. Мы это не примем. Не примем экспатриацию палестинцев сектора Газа из западного берега, из Иерусалима, как это происходило ранее неоднократно в 20 веке, в 1948 году, в 1967 году. И мы верим, что при вашей поддержке мы достигнем наших целей. Большое спасибо, господин президент. Я рад быть с вами сегодня здесь, чтобы продолжить наше обсуждение. Спасибо.